Всем привет, с вами я, Мастер Алекс, и слава богу, сейчас я наконец-то могу снимать видео и рассказать и показать вам чайники. Итак, я вам расскажу, почему у меня так долго не было, почему не снимал видео. Я болел 3 недели. Смотрите, я всегда пользовался этим чайником, было всегда хорошо, круто, сломался, не работает. Потом я решил посмотреть сломанные чайники на балконе, в комнате, поискать их. Нашел еще 5 сломанных чайников. И я хочу все-таки своими силами как-то починить. Конечно, я не профессионал, но я надеюсь, что 2 чайника из 5 починю. Давайте я вам расскажу проблемы у всех чайников. Значит, этот чайник не работает из-за подошвы, скорее всего. У этого чайника кнопка то не включалась, то не выключалась. Потом смотрел в ютубе, так скажем, провода. У них легко снимался, у меня нелегко. И за счет этого с пластинкой вырвал в 2019 году. И вот все. То есть здесь было еще припаято. А в ютубе специально они отпаяли и показывают. Поэтому я вам расскажу, как все-таки правильно чинить. У этого чайника не включается кнопка. Эта проблема этого чайника не выключается. Это серьезная проблема. Тем более кипятит 30 секунд, мы ждем 2 минуты, может взорваться. Это плохо. У этих 2 чайников проблема в том, что у них не выключается кнопка. Ради прикола попробуем поменять местами чайники. Опа! У этого, скорее всего, не получится. Сейчас попробуем включить. О, загорелся. Все, вы видите разницу? И я починил чайник, которым я пользуюсь постоянно. Это круто! Ура! 1 чайник из 6 есть. Сейчас мы будем чинить чайник маленький, у которого проблема с выключением. Для этой работы нам понадобится отвертка, маленькие отвертки. В принципе, больше ничего. Все-таки одна из проблем — это ржавчина. Ржавчина просто губит. Для того, чтобы растворить ржавчину, нам понадобится лимонная кислота. И сейчас мы с вами ждем. Итак, мы должны зачистить контакты. Многие ютуберы берут, применяют силу небольшую и снимаются. В моем же случае у меня не получится. Почему? Потому что они специально запаяли. Поэтому мы таким способом делать не будем, потому что ютуберы специально обманывают некоторые. Будем зачищать поверхностно, как мы сможем. Да, это неверно, но что сможем, то и сможем. Контакты чуть-чуть зачистим. Да, теперь пластинка никуда не улетит, так как пластмассовые крепления хорошо зафиксировали саму пластинку. Итак, дорогие друзья, смотрите, потом вы собираете и смотрите, как должна работать кнопка. Нажали, она отталкивается. Это говорит о том, что чайник у вас в рабочем состоянии. Будет включаться чайник или не будет? Да, то, что я и мог предположить. Что надо вот так пропать. Да, тут есть 2 варианта. Я могу скрепку вниз поставить. Да. И мы с вами проверим, будет ли выключаться. Потому что мои предположения были верны. Вы прекрасно понимаете, когда, к примеру, чайник не выключается, это плохо. А когда чайник не включается, еще хуже. Ну так, мне пришлось заново разобрать. Я что сделал? Взял
и решил эту скрепку вниз поставить. То есть с одной стороны скрепка чуть выше, с другой стороны скрепка чуть ниже. За счет этого мы можем включать. Но мне интересно, а выключить сможешь чайник или нет? Настал долгожданный интересный момент. Сейчас проверяем чайник. О, хорошо. Сейчас уже, можно сказать, кнопка включается. Но интересно, вопрос решили старый. Будет выключаться кнопка или же нет? Ждем. Первый эксперимент не удался. То есть я решил новую проблему, а старую проблему так и решить не смог. Чайник включается, но не выключается. Вот я о чем и хотел вам рассказать. Проблема со скрепкой. Посмотрите, включается, но не выключается, то есть недоступно. И давайте мы с вами просто чуть-чуть выше поднимем. Теперь мы что сделаем? Мы найдем золотую середину, которая будет и включаться, и выключаться. Вижу, что скрепка искривилась, это плохо. И еще выравниваем. Уже выровняли. Уже хорошо. Так, заново вставляем и просто регулируем. Как теоретически должна работать сама кнопка? Посмотрите, включаем и обратно, да? Щелкает. Здесь щелкает и здесь. И скорее всего будет работать. Закручивать обратно. И мы с вами проверим. Включаем. Ждем. До сих пор чайник не выключается. Мне, если честно, причина неизвестна. Почему? Мы не знаем. Контакт более-менее зачистил. Не знаю. Кто знает, пишите в комментариях. А я пошел заниматься следующими чайниками. Зачистил спираль хлоркой. Уже более-менее чисто. Есть только один способ – это помыть. Итак, я сейчас помыл. Давайте мы с вами будем заново собирать. Давайте так, сейчас нальем воду и проверим, работает чайник или нет. Налил немного воды, сейчас ее включу. О, круто. Чайник вообще не работает, и не включается, и не выключается. Тоже странно, почему не откручивается? Кто знает, почему не откручивается сам шуруп в чайнике? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я прочту. И, возможно, в следующем ролике мы попробуем это сделать. И знаете, какая проблема была? Проблема была в том, что здесь была ржавая спираль. Я просто что сделал? Взял, почистил хлоркой, помыл, все заработало. Давайте я вам покажу. Да, наш результат. 3 чайника из 6. Я считаю, неплохой результат. А также пишите о способах ремонта чайника. Мне очень интересно. Пожалуйста, пишите, я обязательно прочту ваши комментарии. Дорогие друзья, следующий ролик выйдет в воскресенье, 9 мая. Он посвящен Дню Победы. Моя бабушка – дитя войны. Я считаю своим долгом помогать своей бабушке и таким же людям, как она. Встретимся 9 мая. Всем пока. Пока.